Всех приветствую на канале и перед просмотром предлагаю подписаться, чтобы иметь возможность знать все о кофеварках. В этот раз я решил сделать обзор-разбор 820 модели DeLonghi, которая относится к 800 серии рожковых аппаратов DeLonghi, а точнее к трем моделям, которые нельзя отнести к традиционным бойлерным DeLonghi. Выделяются они габаритными корпусами, и у них наблюдается небольшая китайственность или китайская преемственность. Сама компания их позиционировала как более продвинутые, какое-то время они даже были топовыми, а некоторые ритейлеры продавали их в районе $500. Но вот что скрывалось за этой топовостью, мы попробуем выяснить. И в конце концов я расскажу фатальную причину, почему между популярной Dedica и 820 моделью я выбрал бы именно 820 модель. Выпускать эту линейку, как и Dedica, начали еще в 2012 году, и сразу выпускались две модели. Это более простая 820 и более продвинутая 850, а уже немного позже вышла 860 модель. Если с 820 все понятно, она самая младшая, с полностью ручным управлением, то между 850 и 60 различия были небольшие, и выглядит это больше как работа над ошибками. Если посмотреть на схему 850 и 60, то можно заметить, что у 860 добавили активный подогрев площадки для чашек, поскольку площадка большая, а подогрев пассивный, и по факту она не греется совсем. Плюс сделали возможным использовать как автокапучинатор, так и классическую панорелку, что в принципе очень удобно. Но мы вернемся к самой младшей 820. И традиционно начнем с корпуса. Он тут достаточно габаритный, смотрится солидно и напоминает кофемашину-автомат. Выполнен он в основном из черного глянцевого пластика с хромированным декором, правда тоже пластиковым. Хоть крепление группы выглядит как металлическое, но это всего лишь металлизированная обертка, а внутри, как и у Dedica, сплошной пластик. Решетка поддона для капель из нержавейки и большая, но ее минус в том, что бестолково расположены отверстия, и их мало. Вода может скапливаться на поверхности и так и не доходить до самих отверстий, или же капать на решетку, не попадая в эти отверстия, и брызги будут лететь во все стороны, оставляя следы на хроме и глянце. Но зато на ней можно удобно разместить чашечки. Правда, высокие чашки сюда по-прежнему не влезут. И сделать как в Dedica, убрав поддон и оставив подставку, тут не выйдет. А причина в том, что в поддон выходит дренаж с аварийного клапана, конкретно в ушко с правой стороны. Поэтому если уберем поддон совсем, то слив пойдет на дно аппарата, что не есть хорошо. Дело в том, что DeLonghi всегда в своих аппаратах и даже Dedica направляли дренаж обратно в бак с водой. И в принципе это было логично, ведь дренаж после аварийного клапана это чистая вода. И чтобы зря не заполнять поддон, вполне правильно его заворачивать обратно в бак. Но здесь почему-то сделали отвод именно в поддон, из-за чего тот может быстрее заполняться и пользоваться без него нельзя. Так что не берите на вторичке эти модели без поддонов, так как их потом найти тяжело, а без них пользоваться не получится. Далее из видимого это платформа для хранения и прогрева чашек. Она из металла, имеет рейлинг и бортики. По факту греется она плохо, потому что нагрев пассивный от термоблока, а тот в свою очередь имеет термоизоляционный пластиковый кожух. Бак для воды выдвижной и прячется внутри корпуса аппарата. Это смотрится красиво, но вот объем не слишком большой, если смотреть относительно всего корпуса. Хорошо хоть сделали окошечко индикатора заполненности, в котором появится красный поплавок, если воды недостаточно. Но есть и заметный минус. Со временем этот бак оставит затертый след на решетке поддона, и этого никак не избежать из-за такой конструкции. Управление в этой модели полностью ручное, нет никаких дозировок порций, как у Dedica. При включении происходит самотестирование по очереди, загораются индикаторы, и она начинает нагрев для эспрессо. Далее поворотным переключателем, который по умолчанию находится в среднем положении, выбираем необходимый режим. Переключатель, кстати, как и регулятор пара, металлический. Чувствуется вес, и это не пластик в краске, а именно металл. Касательно стимера, то тут типичная панорелка, которую DeLonghi ставят на многие модели. Она имеет шарнирное крепление, которое хоть и не сильно, но добавляет немножечко удобства при использовании питчера. Насадка из нержавейки, съемная, под ней есть еще одна насадка с одним мелким отверстием. Благодаря уплотнителям не слетает, и ней можно взбивать молочную пену под латте арт. Следующий момент это рожок. Он тут трехушковый, под корзиной на 51 мм и схож на китайский стандарт группы. И мое мнение, это не есть хорошо. Этот рожок по форме точно такой же, как и у Dedica, но если у Dedica он алюминиевый, то тут он сделан из хромированной латуни и весит без корзины добрых полкилограмма, что почти как у Elite. В плане температуры он не особо отличим от алюминия и также имеет большой пластиковый стакан внутри для того, чтобы не отдавать температуру напитка для нагрева металла.
Плюс от латуни тут это в основном сохранение внешнего вида и приятные тактильные ощущения, как от добротной вещицы. Корзины тут на 51 мм делонговские с заужением, чтобы помещалось в пластиковый стакан. И плюс этих корзин именно в том, что они разборные. Просто снял дно, все помыл и дальше пользуйся как новым, без лишних танцев с разбором. Ну а теперь заглянем внутрь. Первое, что понравилось, простота разборки и доступа ко всем элементам конструкции. Достаточно снять верх и боковушки с задней стенкой, после чего имеем доступ ко всему, что на ней есть. К примеру, у Дедики нужно с корпуса вытаскивать всю начинку, которая находится на пластиковой конструкции, после чего ее не поставить вне корпуса для отладки. А здесь ощущается какая-то преемственность от кофейных автоматов, у которых также легко было добраться к начинке для обслуживания. Но это не так важно для пользователя, как для сервисника. Внутри тут просторно и аккуратно скомпоновано. В центре стоит термоблок, закрытый в пластиковый кейс. Он примерно такой же по мощности, как у Дедики. От него по тефлоновой трубке нагретая вода поступает на тройник, с которого уже в группу и на регулятор пара. Точно так же реализовано и у Дедики. В принципе, типовое решение встречал на многих китайцах. Редко бывает, что тройник может лопнуть, но он съемный и легко меняется, как сам тройник, так и его уплотнители. Регулятор пара тут полуповоротный, пластиковый. Такой стоит и на Дедике, и на более старых моделях типа EC250-270. При обычном бытовом использовании этого регулятора плюс-минус хватает на 8-10 лет. Кстати, этому аппарату 9 лет, и он не менялся и работает отлично. Далее просто вымывается с него смазка, и он начинает скрипеть, после чего начинает вырабатываться пластик и начинается подтекание. Но как запчасти он доступен и поменять его несложно. На нем также стоит микрик, который запускает либо подачу кипятка, либо подачу пара, что удобно, так как нет нужды нажимать отдельную кнопку. С противоположной стороны у нас плата управления режимами в пластиковой шахточке, а к ней аккуратно подведен шлейфик от платы питания. Вроде все аккуратно, но плата не защищена от попадания брызг при лопнувшем тройнике. Глянем на помпу. Она тут 48-ваттная улька, но с металлическим штоком, что отлично. На помпе также есть термозащита, что тоже хорошо. Держится помпа сверху резиновым ушком, а снизу пружинкой. С виду не слишком серьезно по виброизоляции, но в таком объемном корпусе и вертикальном расположении она не создает ощутимых вибраций и работает довольно тихо. Забор воды идет трубкой прямо в разъем бака для воды. Вполне нормально реализовано и не течет даже с годами. Единственным слабым местом тут есть аварийный клапан, с которого трубку дренажа сделали в поддон, а не обратно на вход помпы. Но клапан удачно меняется на более надежным, и заворот можно тоже сделать на вход помпы. И это решает проблему навсегда. При этом сделать это легче, чем в той же Дедике. Ну а теперь перейдем к плате питания. Она располагается в отдельной секции и закрыта от прямого попадания воды. Вопросов к качеству изготовления у меня лично нету. Все сделано красиво, ровно, по разметке и пайка аккуратная. Кстати, сейчас уже и у китайцев бывают хорошо изготовленные платы, так что для бренда это просто обязательно. Если посмотреть на платы всех трех моделей из этой линейки и плату Дедики, то как видно все они схожи по компоновке. Бюджетное питание по принципу емкостного сопротивления. Для управления нагревом тут у всех стоит семистр на радиаторе, а не механическое реле. И тут же располагается контроллер для обработки сигналов и управления нагревом. У более старших моделей есть дополнительные разъемы для расходомера, второго термоблока и термодатчика. У 800 серии даже сделан выход на диагностический разъем, как у кофемашин. В принципе, с платами особых проблем не встречал, кроме замены пленочных конденсаторов, как сделал на этой спустя 9 лет пользования, при этом с простоем в режиме стендбай, что, как по мне, очень даже неплохой показатель, учитывая, что все компоненты обвязки китайские. Так что за плату тут однозначный плюс. А касательно управления температурой, то тут полноценный PID-контроллер, как и у Дедики, и температуру она держит отлично. Ну а теперь бы хотел рассказать о китайственности, к которой DeLonghi постепенно переходит. Я имею в виду как стандарты, так и детали. С одной стороны, это некая унификация в стандартах, которая позволяет экономить на производстве, делая технику дешевле. Но с другой стороны, унификация элементов это не всегда эффективно и оптимально, а также снижает развитие собственных решений в компании. Но все это рассуждение. Пока деталь работает и в случае поломки ее без проблем можно заменить за адекватную цену, то рядовому пользователю не интересно, как оно там устроено и на каких стандартах работает. Поэтому я буду судить только об удачности реализации без всяких предубеждений. Первый момент, на который обратил внимание, это то, какой термоблок установлен здесь. У DeLonghi есть термоблочные аппараты, построенные на старых разборных термоблоках. Это, как правило, некоторые старые кофемашины-автоматы и некоторые модели
модели дочерней компании Kenwood. Эти термоблоки были именно их разработкой и имели проблемы из-за конструкции. Но, как видим, тут установлен неразборной спиральный термоблок от Heatwell. Это китайская компания, которая находится в Ханчжоу. Они делают тены и для стиралок с посудомойками, и для другой бытовой техники. На их сайте можно найти и этот термоблок, и другой, который DeLonghi часто используют как дополнительный для пара. В принципе, их продукция встречается и в технике многих других брендов. Скажу, что ни разу не попадалось на ремонт аппаратов со сгоревшими термоблоками от Heatwell. Так что это, можно сказать, вполне надежные нагреватели. Сам термоблок имеет тен мощностью 1,4 кВт с электронным термодатчиком. Такой мощности достаточно, чтобы реактивно компенсировать падение температуры и быстро нагреваться. И как по мне, то лучше такой китайский спиральный термоблок, нежели старые родные термоблоки из двух половинок, которые требовали регулярной замены уплотнителей, постоянно текли и в них закисали винты, делая обслуживание проблемным и дорогим. А вот второй более заметный момент – это группа. Группа тут выполнена под китайский стандарт с рожком на 3 ушка. Вроде 3 ушка это лучше, чем 2, потому что есть 3 точки крепления, но не все так очевидно. И если обсуждать, что лучше 2- или 3-ушковая реализация, то это уже пойдет на отдельное видео. Но скажу сразу, старый стандарт на 2 ушка был безотказным. Без замены уплотнителя аппараты работали по 20 лет и продолжают без проблем. А большинство коммерческих групп имеют именно 2-ушковые крепления рожка, и не зря. А если даже в 2-ушковых DeLonghi повреждались пластиковые накладки направляющих, то можно за недорого поменять и полностью крепление группы. А вот с этим пластиковым 3-ушковым стандартом не все так просто. И дело в том, что очень часто пластиковая группа является не отдельным элементом, а частью корпуса и не продается как деталь, что делает ремонт невозможным. А плоха такая группа тем, что пластиковые направляющие, по которым скользят уши рожка, рано или поздно изнашиваются, часто деформируются или повреждаются, после чего рожок не фиксируется, под давлением смещается и пропускает воду. Кстати, после этого многие спешат менять прокладку, но часто причина не в ней. И как следствие рожок может даже откатываться назад и даже слетать. И вот по этой причине я бы предпочел брать именно 820-ю модель, а не Dedica, так как у Dedica эта группа является частью корпуса, и после повреждения направляющих она более ремонту не подлежит. И кофеварку не спасти, а вот у 820-й группа это отдельная деталь, может быть заменена, и этим решена проблема глупой ситуации, когда мощный термоблок с спид-контроллером и хорошей помпой становится бесполезным из-за копеечной пластиковой детали, которую сделали частью корпуса, и ее теперь не купить и не заменить, как в случае с той же Dedica. Что можно сказать в итоге о 820 модели? Она подойдет практичным людям. У нее хорошая электроника, мощный нагреватель, рожок с латунной чашей, она быстро греется, готовит народный эспрессо, пар дает тоже нормальный и много. Да, у нее есть недостатки по конструкции группы, но так как это DeLonghi, то скорее всего запчасти и детали корпуса можно найти, в отличие от китайских ноунеймов. Ну и ее также можно улучшить, сделав под 9 бар. Так что я считаю ее лучше, чем Dedica, и я бы выбрал именно ее, нежели Dedica и многие другие аналоги. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч. Всем пока.